Ребята, братцы, я приветствую всех и каждого. Сегодня на канале Tesla Pirate будет сравнение, но ни в коем случае, что лучше, что хуже. Мы будем сравнивать Model 3 и Model Y. В прошлом моем обзоре я покатался на этой малышке буквально час-полтора. Этого было недостаточно. Я ругался на эти кнопки, на то, что надо пальцем свайпать по экрану. Все это забываем. Я специально взял Model 3 себе на целые выходные. Это Highland, обновленная версия, так ее прозывают в народе. Две практически одинаковых машины. Это Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Но когда мы ее выбираем, нужно понимать все ее отличия. Всем кажется, что она всего лишь чуть-чуть выше и чуть-чуть шире. Да, действительно, это так, по 10 сантиметров в каждую сторону. Что в длину, что в высоту и так далее. Этот вопрос, что купить, задает себе большинство сейчас людей, которые рассматривают к покупке себе автомобиль. В этом видео я расскажу вам, почему я выбрал себе Y-ку, а не тройку. К чему я отдал приоритеты, что мне не понравилось в тройке и что мне также не нравится в Y-ке. Поэтому вы будете иметь ту информацию, которая есть у меня, и, может быть, это поможет вам сделать свой выбор, расставить приоритеты правильно. Tesla Pirate, погнали! Для того, чтобы начать сравнение, прежде всего нужно начать с передних багажников. Братцы, передние багажники. Кардинальная разница. Сейчас я вам это покажу. Достаточно взять небольшую сумку и положить ее вот сюда в тройку. Впритык, но закрылась. Это тот максимум, на который вы можете рассчитывать. И то при условии, что сумка мягкая, и она может прижаться. Мы уже даже вылезли за вот эти рамки. Теперь посмотрите сюда. Сумка полностью прячется. По ширине этот багажник больше, по глубине он тоже гораздо больше. Ребят, вот посмотрите, я вставляю руку, видите? Я вставляю руку. Там была первая полоска, здесь была вторая полоска пуховика. Разница в переднем багажнике кардинальная. Здесь есть молдинг уплотняющий, который предотвратит попадание влаги. Здесь также влага попадать не должна, но дополнительного молдинга нету. Если вы меня спросите, какая Tesla мне нравится больше всего, я вам скажу тройка. Но учитывая то, что я человек семейный, для меня важно, чтобы ребенок удобно заходил в машину, заходил, выходил. Удобно было сидеть. Я вам сейчас покажу, что меня смущает в тройке. Посмотрите, как это неудобно лично для меня. Во-первых, руль задевает. Ну хорошо, удобный вход, можно это отрегулировать. Но изначально вот это расстояние здесь гораздо меньше, нежели с Y-кой. Я должен буквально вот напрягать живот, чтобы вот это движение сделать. Перекинуть ногу. Потом, когда мы стоим в пробке или просто хотим немножко отдохнуть, если вы поставите ногу сюда, ну, наверное, подбородок еще чуть-чуть, и уже вы сможете до коленом достать. То есть, вот, банально, если нога затекла, вы хотите ее поставить, у вас это не получится. У вас будет мешать руль, торпеда и так далее. Лично здесь место, у меня рост 1,82 м, мне здесь тесно. Мне реально здесь тесно. Места маловато. Дальше, поворотники. Ребят, я проехал на этой машине 300 километров. Нажимаю вот эти кнопочки все-таки на кольцевой, не то. Я не говорю, что это плохая функция. Это хорошая функция, когда у тебя есть полноценный FSD автопилот. Здесь его нет в Европе. Поэтому эта функция возложена на нас, включать и выключать эти поворотники. Если бы у нас хотя бы забрали 50% или 70% случаев, когда нужно это делать, ну, тогда да, вопросов нет. Действительно, это удобно иногда там нажать кнопочку вот здесь. Но в 100% случаях нам нужно включать его самостоятельно. Кроме езды на расширенном автопилоте, на момент спорный. Что касаемо переключения коробки передач. Это здесь на экране. Нужно свайпать вперед, свайпать назад. Здесь можно настроить, что она будет это делать практически автоматически. У вас на экране будут подсказки. Нажми тормоз, поверни влево, чтобы машина поехала туда или сюда. В общем, нужно некоторые условия соблюдать. Это не мысли она читает, а было бы неплохо. Вылазить. Посмотрите. 1,80 м.
упасть, при этом напрячь пресс, напрячь все абсолютно, закинуть ногу. Удобно сидеть, безусловно, для холостяка и для худенького мальчика, айтишника, программиста или там и так далее. Вообще офигенно. Смотрите, вылазить только с помощью руля. Иначе вы отсюда просто не выкарабкаетесь. Вам нужно буквально выталкивать себя оттуда. Про багажники. Недаром я показываю именно вот так. Смотрите. Еще раз говорю, мы не говорим, что какая-то Тесла хуже или лучше. Я сейчас говорю про те моменты, на которые я обратил внимание и почему выбрал Model Y, а не Model 3. Здесь специально сейчас лежат некоторые предметы внутри. Посмотрите, что здесь происходит. Если мне надо что-то взять, вот, например, вот тот чемодан, мне нужно буквально трансформироваться, чтобы его достать, залезть в багажник хоть в эту нишу. Теперь представим, что нам нужно туда что-то укомпоновать, положить. Багажник Model Y. Самое крайнее положение. Я спокойно стою во весь рост. Достал, положил. Никаких сгибаний. Берем вот эту коробку и положим сейчас ее наверх. Вот, я должен целовать вот это стекло и уплотнитель. Либо трансформироваться вовнутрь и залезть туда. Ну, братцы, это совсем не то. Это неудобно. Посмотрите, вот я стою. Никаких проблем при использовании багажника. Можно даже спрятаться от дождя. Что здесь? Здесь мне нужно сгибаться. Мне нужно сгибаться. Фары поднимаются вместе с крышкой багажника. Основные. Не знаю, безопасно ли это. Когда ты стоишь на трассе, да, снизу там выведены маленькие фонари, но вопрос, будет ли их так же хорошо видно, как и это. Меня устраивает, когда оптика, аварийная сигнализация остается на кузове и продолжает сигнализировать, если я сделал аварийную остановку. Здесь же мы имеем ничего, оно поднимается наверх. Но вот эти малышки немножко повторяют. Кстати, вот аварийка, давайте посмотрим. Да, там есть поворотники маленькие. Для сравнения, посадка в Model Y. Сравним с Model 3. Упал в Model Y. Model 3. Поставить ногу, посидеть, отдохнуть. Опустить ногу, поставить ногу. Сиденье чуть приподнято вверх. Вот сейчас опущено. Посмотрите, какая разница. Руль максимально. Сейчас у меня опущен вниз. Там задран. Видите? Я могу сидеть удобно. Выход. Ты просто с нее вышагиваешь, либо в нее зашагиваешь. Вот. Все говорят, сидишь как на табуретке. Но лучше сидеть на табуретке, чем валяться. Я не могу, честно, бля, я сейчас не прикалываюсь, может мне живот мешает, но я не могу, мне нужно вываливаться с нее только за руль, иначе никак. Вот еще один параметр, почему я не взял себе Model 3. По поводу салона, взять белый или черный. Пока у вас дети, естественно, никакого белого. Буквально вчера у меня ребенок сел, бац-бац, все задел и сиденье грязное. На черном не так заметно и гораздо легче поддерживать чистоту. Поэтому для холостяков белый, да. Для детишек, у кого выросли, белый, да. Но для маленьких детей, ребята, однозначно нет. Ребята, делаем равнозначный эксперимент. Переднее сиденье сейчас выставлено вровень с салазками. Также у Model Y есть под сиденьем вот такие ящики. В троечке места для таких ящичков нет. Сиденье сейчас стоит. Смотрим, как сесть сзади. Я сижу, мои ноги опущены максимально вниз, они не задраны у меня вверх. Очень удобно, до сиденья еще достаточно большое расстояние. Чтобы выйти с машины, мне просто надо вышагнуть, я ничего не вытираю здесь. Сиденье сейчас выставлено ровень по край с салазками. И я сажусь сюда. Мои ноги задраны вверх. Если я буду так ехать долго, они оттекут.
они задраны вверх. Я реально сижу, как в позе эмбриона. Детям хорошо, посмотрите, какое расстояние. И мне некуда, я не могу спрятать ноги под сиденье. Ну, куда? Крыша. Вот так мне не хватает до того, чтобы стукнуться об потолок. Как же сюда садиться прикольно. Так, ну что, братцы, давайте проедемся на троечке, посмотрим. Ну а на этом моменте мы делаем паузу. Смотрите продолжение выпуска во второй части. Выйдет через 3-5 дней. Я вам покажу Tesla Model 3 Highland в движении. Какие плюсы, недостатки также я выделил. Надеюсь, это вам поможет сделать свой правильный выбор. Ненадолго прощаемся. Tesla Пират. Пока-пока.